28 августа нас ждет очень необычное лунное затмение в Рыбах. Оно может принести неожиданные перемены, потому что это затмение будет связано с Ураном, планетой внезапных событий. Но самое интересное, в этой карте есть и очень сильные гармоничные аспекты, которые могут превратить перемены в новые возможности. Давайте посмотрим, что это значит для вас. Это затмение произойдет в 4 утра и 18 минут по Гринвичу. Вы, пожалуйста, рассчитайте для своего часового пояса. Луна будет в Рыбах, а Солнце в знаке Дева. Поэтому главная тема — баланс между эмоциями и реальностью, между внутренним состоянием и повседневными обязанностями. Особенно интересно, что Солнце в момент затмения будет в соединении с планетой Меркурий в Деве. Это может принести важное осознание, важный разговор или важную новость. То, о чем вы долго думали, может, наконец, получить конкретную форму. Но одновременно Солнце будет в квадрате с Ураном в Близнецах. Поэтому события могут развиваться неожиданно. Возможны внезапные новости, изменение планов или ситуация, которая заставит вас быстро перестроиться. Главный совет — не пытайтесь во что бы то ни стало контролировать события 28 сентября. Если планы резко меняются, не воспринимайте это сразу как что-то плохое. Иногда затмение убирает старый сценарий именно для того, чтобы освободить место для чего-то нового. Главный вопрос этого затмения — что мне пора отпустить, чтобы создать более спокойную и правильную для себя жизнь. 28 августа не стоит цепляться за старый план только потому, что вы к нему привыкли. Оставьте пространство для неожиданного поворота. Он может оказаться началом нового этапа. Затмение просит нас отпустить старое и позволить жизни показать вам новый вариант. Луна в 4 градусе Рыб будет также образовывать оппозицию к Солнцу в Деве, и одновременно Луна и Солнце будут в квадрате к Урану в Близнецах. Поэтому это затмение может принести неожиданный поворот, резко изменить привычный ход событий. Не только Солнце, но и Луна в Рыбах образует квадрат к Урану в Близнецах. И это делает затмение более эмоционально и событийно напряженным. В момент лунного затмения в Рыбах у нас будет тау-квадрат между Луной, Солнцем и Ураном. Солнце соединяется с Меркурием в Деве. Это важная информация, разговор, новость. Или решения могут стать ключевыми для дальнейшего развития ситуации. Квадрат к Урану, к Луне может дать эмоциональную неожиданность, внезапную реакцию, перемену настроения, желание резко освободиться от ограничений. Квадрат Урана к Солнцу — это неожиданное изменение планов, желание вырваться из привычного сценария или обстоятельств, которое будет заставлять действовать по-новому. В дни затмения не принимайте решения исключительно на эмоциях и не пытайтесь контролировать каждую мелочь. Оставьте место для неожиданного. Уран часто показывает новый путь именно тогда, когда старый сценарий больше не работает. Предугадать события при Уране невозможно. Он всегда нас чем-то может удивить. Главная тема — это неожиданное изменение. Но также в момент этого затмения у нас будут и позитивные аспекты. Планета Юпитер во Льве будет образовывать тригон с планетой Сатурн в Овне. И они будут почти в точном тригоне. Точный тригон у нас будет 31 августа. И это сочетание двух энергий, расширения и структуры. Юпитер помогает увидеть возможности. Юпитер — планета, которая все расширяет, а Сатурн помогает превратить наши планы в конкретный, то, что мы делаем, в конкретный результат. Сатурн — это планета ответственности, дисциплины, структуры. Поэтому даже если затмение принесет какие-то неожиданные события, у вас может появиться возможность выстроить
новую, более устойчивую систему. Что же может дать этот аспект Юпитер в тригоне с Сатурном? Он может дать возможность превратить неожиданную ситуацию в новый шанс или принятие какого-то зрелого решения относительно вашего будущего. Оно может укрепить ваши финансы или профессионально. Это хороший транзит для долгосрочных проектов, который начинать будет приносить результаты со временем. Также на таком аспекте вы можете получить поддержку от человека старше или опытнее вас. И благодаря этому аспекту вы можете ощущать, да, все резко меняется, но я справлюсь, потому что у нас есть поддержка от Юпитера с Сатурном. Уран — это неожиданность и перемены. Затмение всегда, особенно лунное затмение, это всегда завершение чего-то, завершение какого-то старого цикла. Юпитер в соединении и Сатурн — это возможность построить что-то новое, что-то устойчивое. 28 сентября может принести какой-то неожиданный поворот, но одновременно Юпитер в тригоне к Сатурну показывает, что эти перемены могут стать частью большого и очень правильного для вас процесса роста. Также хочется отметить, что управитель этого затмения — планета Нептун. Само затмение у нас в напряжении с планетой Уран. Но Нептун, как управитель рыб и управитель этого затмения, у него он получает поддержку через гармоничные аспекты. Нептун будет находиться. Здесь есть еще очень важный момент. Управитель затмения Нептун находится в гармоничных аспектах. Он образует секстиль с планетой Плутон в Водолее, почти точный, и секстиль с Ураном в Близнецах. Это может показывать, что изменения, которые происходят во время затмения, они не случайны. Они могут постепенно вести к глубокой перестройке жизни. Нептун и Плутон — это всегда глубокая внутренняя трансформация, изменение старых убеждений и сценариев. А Нептун и Уран — это неожиданное озарение, интуитивное понимание, новый взгляд на ситуацию. То, что сначала кажется неожиданным или непонятным, позже может оказаться очень важным. И в сочетании с Юпитером в тригоне к Сатурну картина становится намного более конструктивной. Уран дает неожиданный поворот. Нептун помогает почувствовать правильное направление, а Юпитер и Уран помогают превратить это в конкретный результат. Поэтому я бы не боялась этого затмения. Да, оно может принести неожиданности, но карта показывает не разрушение ради разрушения, а возможность перестроить свою жизнь так, чтобы она больше соответствовала тому, кем вы становитесь сейчас. А теперь обязательно посмотрите, в какой дом вашей натальной карты попадает 4 градус рыб. Плюс-минус 2 градуса, приблизительно со 2 по 6 градус рыб в натальной карте. Именно эта сфера жизни может стать одной из главных тем лунного затмения 28 августа. И если у вас есть натальная планета или угол карты, примерно от 2 до 6 градуса рыб, девы, близнецов или стрельца, обратите на это затмение особое внимание. Оно может ощущаться гораздо сильнее. Если это затмение попадает к вам в первый дом, то это вы сами, ваша внешность, личный новый этап. Если попадает во второй дом, то это будет касаться ваших денег. Это деньги, доходы, ценности. Третий дом – это общение, документы, обучение, поездки. 4 дом. Если затмение попало в 4 дом, то будут затрагиваться темы дома, семьи, переездов, отношения с родными. 5 дом – это любовь, дети, творчество, желание. 6 дом – это работа, здоровье, режим, повседневные обязанности. 7 дом – это отношения, партнерство, брак, любые отношения один на один. 8 дом – это трансформация, общие деньги, интимность.
9-й дом– это путешествие, обучение, наше мировоззрение и вера. 10-й дом– карьера, статус, важные профессиональные решения. 11-й дом– это друзья, окружение, планы и желания на будущее. И если затмение попало вам в 12-й дом, это завершение цикла, внутреннее состояние, отпускание прошлого. Я хочу пожелать каждому из вас, чтобы это затмение принесло не страхи перед переменами, а освобождение того, что уже перестало вам служить. Пусть все неожиданное приведет вас к лучшему, а все, что действительно ваше, станет еще крепче. Пусть новый этап будет спокойнее, счастливее и ближе к вашей настоящей жизни. Не забывайте подписываться, пишите в комментариях, как это затмение проигрывается для вас. И я благодарю всех, кто подписывается на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!